Так, друзья, как вы уже догадались, это такая прогулочка по Белград-на-Воде. Каким-то образом я здесь оказался, ну и решил снять это видео просто на память. Не знаю, будет ли оно представлять какую-нибудь эстетическую ценность, и тем более культурную, но, возможно, кому-то будет интересно просто прогуляться по этому району и посмотреть, что здесь и как. А сегодня у нас ноябрь, 3 ноября 2025 года. Сейчас мы пройдем немножко по району, посмотрим, что строится, потом выйдем на набережную и пойдем в сторону Калимегдана. Не знаю, буду ли я его снимать, потому что он уже весь снят, переснят всеми. Набираете там в гугле, в ютубе Калимегдан, и можно и наслаждайтесь или ужасаетесь. Так, давайте сейчас выйдем сначала на какую-то центральную улицу, наверное, вот на ту. Немножко пройдем там. Здесь продолжает иметь место быть огромное количество строек, но они совершенно не раздражают. Во-первых, потому что, не знаю, в квартире очень тихо, очень хорошие окна. И абсолютно чувствуешь себя как в бункере. Так, возможно, мы свернем с вами сюда. Здесь все так очень аккуратно, чисто. Специальная пепельница для сигарет. Огромное количество всяких сервисов, кафе, ресторанчиков, магазинов. Ну и, как многие знают, огромный торговый центр с большим магазином Макси. Сейчас такое красивое время года. Золотая осень. Вот здесь справа два интересных здания. Сейчас мы их посмотрим. Вот смотрите, какая красота. Кстати, вот сразу оставлю отзыв о квартире в одной из башен. Не в этой, конечно, не в Куле. Какой здесь интересный ракурс. Обычная вот такая вот башня. Много слышал, что говорили, что здесь ужасное качество застройки, слышимость, еще что-то, не знаю. Прекрасные дома, тихо, тепло,
все нормально. Ну, а качество внутренней отделки, это уже зависит от того, кто как там сам сделал. Так, это получается, мы с вами сейчас дойдем до Кулы и там уже свернем. Потому что дальше торговый центр, и туда будет еще продолжаться застройка. Ну, сейчас там не особо интересно, я думаю. Что мне здесь нравится, это то, что как здесь организовывается строительство, потому что, например, если посмотреть, вот как все чистенько, вот этот забор и вот эта вот стройка. Абсолютно все чисто и комфортно. Вот так, друзья, на самом деле должны выглядеть города. Все районы, абсолютно все. Потому что там даже находятся где старинные здания, старые. Там тоже можно сделать, интегрировать туда такое качественное благоустройство современное. Так, ну вот здесь вот у нас стройка еще, да, получается. Так, наверное, будем идти по этой стороне и обходить Кулу. Сегодня уже обещали ветер и дождь во второй половине дня. Так что я, можно сказать, застал последний момент хорошей погоды в свой приезд, по крайней мере. Ну вот это, по-моему, одни из первых домиков. Они выглядят, ну, довольно простенько. Стильненько, аккуратно, но просто. Вот там вдалеке еще один жилой комплекс. Не знаю, как он называется. Забыл. 3 таких круглых дома. И вот раньше здесь ничего не было, и они только строились. Сейчас такая вот прямо получилась связь. Белград на воде, и вот уже тот комплекс. Все кажется отсюда единым целым. Так, впереди у нас стройка. Сейчас мы будем заворачивать направо. Вот здесь можно посмотреть, как это все выглядит, процесс. Здесь вырастет еще один громадный дом. Но скажу, что есть, конечно, некоторый перебор. Например, в частности, про вот этот огромный дом, который вы видели в начале видео из окна. Там был прекрасный вид раньше. Мне кажется, это перебор. Если бы они построили его в 2 раза ниже, было бы гармонично. И остался бы погляд на
какое-то небо, вдаль. Но они хотели очень много квартир. Что поделать? Так, сейчас мы здесь должны его обойти кругом. Надеюсь, там не закрыто. Но я смотрел видео. Там есть кругом проходы теперь. Здесь все должно работать. Здесь такая интересная композиция. Слева сейчас посмотрим на нее. Вот такие сады здесь. Когда закончатся стройки, все это свяжется воедино. А мы выходим на набережную. Вот смотрите, еще один, кстати, примерчик. Вот идет стройка, вот забор. И смотрите, какое благоустройство. Уже такие искусственные холмики, травка. Растут сосны. Потом заборчик аккуратно уберут, когда все достроят. И все это продолжится туда. А мы вышли на Савву. Сейчас полюбуемся. Здесь, кстати, смотрите, такой мостик есть. Давайте-ка на него выйдем. Он там стеклянный немножко. Уж грех на него не зайти, уж если приехал. Ну, выглядит обычно, ну, нормально. Вот здесь это стеклянная дорожка внизу. Ну и вот так полукругом он там идет. И здесь вид с этой стороны. О боже, сколько таких, наверное, фото и видео отсюда. Но архитектура классная, мне нравится. Вот здесь и самое место. Вот если бы ее воздвигли где-нибудь в историческом центре или в Будве на набережной, это был бы монстр. А здесь вполне уместно. Так, ну что, друзья, сейчас мы с вами пойдем вот туда. Как он называется? Он Бранков мост. И пойдем к Калимигдану. Что удивительно, понедельник, рабочий день, народу никого. Одни вороны кричат.
Нет, реально погода, друзья, просто наслаждение. Я так люблю эти осенние листья. Туда вниз тоже дорожка ведет под этот мостик. Так что будем выходить на этот мост, на смотровую площадку. Не знаю. Наверное, мимо пройдем. Нам еще далеко идти. Атмосфера осени немного портит эти звуки, но ничего. И вот эта березка здесь, кстати, очень к месту. Больше всего шума на набережной. Смотрите, какие красивые золотистые колоски. Здесь такая детская площадка, тоже уже давнишняя, подводная лодка. А вот и те огромные вороны, которые кричат. Кстати, начал потихоньку появляться народ. Так, а здесь мы что, в тупик, что ли, уходим опять? А раньше был проход. Это вот новая сграда. А куда она бежит? Ага, повернула. А вот эта новая сграда все перегородила. Теперь придется ждать, пока построится все это дело. Поэтому сейчас сворачиваем. И возвращаемся обратно. Вокруг надо будет сделать вот, пройти вокруг этого дома. А вот что тут будет: Виктория, спа-центр, ну и прочие блага цивилизации, апартаменты и так далее. Так, вернулись мы практически откуда начинали. Слева те башни, в которых я живу сейчас. И, собственно, сейчас мы одну из них увидим на память. Вот где-то там мой балкончик. Стройка огромная, никак ее не обойти. Думал пройти нормально. В прошлый раз, там сколько, 2 года назад был, здесь еще не было этой стройки, была набережная. Можно было спокойно идти тихенько до Калимегдана. А сейчас придется вот как-то здесь все это выкруживать. Вот этот забор, который слева, это здесь раньше был мост, сюда шла дорога, вот его полностью убрали. Что-то здесь будут делать, наверное, какую-то дорогу и какой-то новый мост.
Ну а слева можно полюбоваться еще раз на вот этот человейник. Но здесь нет ничего примечательного, шум и ничего больше. Надо уходить отсюда. Не знаю, куда я попаду. Но люди куда-то все идут, значит, туда есть куда-то далеко. Про вас. Так, ну что-то я куда-то совсем уже в город вышел. Я сюда не хотел, честно говоря. Я думал пойти тихо по набережной до крепости, а теперь я иду здесь в шуме. Я этого не хочу. Как мне вернуться? Верните меня обратно. А там заборы, что-то все поперегородили. Лучше бы я еще по Белград-на-Воде погулял. А сюда бы пошел, наверное, во второй раз. Ну вот смотрите, вот туда должен быть проход на набережную. Там заборы, да? Или есть? Сейчас давайте посмотрим. Смотрите, там есть какой-то проход, туда идут люди. Ура! Там будет тихо. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что вот это выход на набережную. Что это за звуки, а? Это раздуватели листьев. Не, ну и как вот это вот здесь гулять? Знаете, нам придется как-то их обойти. Так, бежим, бегом. Скорее. Уходим. Это адский шум просто. Так вот выйдешь с утра прогуляться. Ой, чуть не оглох. Так, ну все тише и тише становится. Но они идут за мной. Смотрите, какие здесь домики. И цветочки. Вид назад. Так, а нам, если мы хотим с вами еще в тишине погулять, надо отсюда уходить. Итак, мы под мостом.
военный корабль. Саба называется, или Каба. Две пушки у него. Интересно, как далеко я дойду. Вообще не ходил сюда ни разу, кстати. Здесь довольно старое благоустройство, которое уже рассыпается. Такая грязненькая набережная. Почему-то они здесь не следят за этим делом. Кораблик называется «Горизонт». Прогулочный. Ну а там старый Белград, старые районы. В этот приезд я туда не пойду. Наверное, где-нибудь через пару месяцев я приеду сюда на месяц, может на 2, и уже здесь тогда похожу. Кстати, красивое дерево. Вот такое вот здесь местечко. Это конец набережной получается. Там где-то дальше есть продолжение. Надо посмотреть. Вон там на горе Калимигдан. Наверное, я туда пойду сегодня, может, чуть позже, если будет хорошая погода. Или тогда уже в следующий раз. Всегда было интересно, что это за туннель такой там. Что это вообще раньше было. Вообще туда вот куда-то велосипедисты едут, бегуны бегут. Да, возможно, туда вот если дальше пойти, там оно и продолжается. Ну что, давайте еще немножечко пройдем тогда. Посмотрим, что там. Интересно так заглянуть в эту дырку. Ну там какой-то один мусор. Так, вот она, эта страшная дырка. Даже не могу представить, куда она ведет. А говорят, в Сербии нет хэллоуина. Вот, пожалуйста, тыковки. Их тут много. И они продолжаются. А смотрите-ка, что здесь сделали, однако. Здесь теперь всякие кафе, ресторанчики. Раньше, я так полагаю, судя по тому страшному туннелю, это были какие-то портовые сооружения, склады, потому что вот здесь это вот заметно. А теперь здесь вот как. Смотрите, раздуватели теперь, они с той стороны. И их слышно через всю реку. Ну, здесь прямо очень много разных ресторанов. Я так полагаю, что какое-то ночное время здесь жизнь кипит. Далековато. Интересно, куда дойду.
Вот что они там делают? Портят всю округу. Лафайет, ну надо же. Так, а мы с вами пришли вот к такой штуке. Я ни разу ее не видел близко, я не был около нее, но видел, как здесь ходили люди. И когда-то здесь даже был лифт, смотрите, но теперь его нету. Ну уж простите меня за шум, я не знаю, насколько его будет слышно. При монтаже попробую что-нибудь с этим сделать. Так, все видят уже, мы дошли до Калимигдана. И сейчас у нас есть с вами шанс туда попасть, если мы пойдем вот по этой штучке, туда поднимемся наверх. Ну что же, в путь. Тут грязненько. И, кстати, посмотрите, здесь вот эта дырка, этот туннель, он выходит отсюда. Давайте посмотрим. Ага. Вот он. Представляете, какой он длинный, кошмарный такой туннель. Там живут, наверное, зомби, оборотни и прочее. Поднялись наверх. Что мы здесь видим? Внизу мы видим помойку. Здесь большая парковка наверху всего этого дела. Над тоннелем. И какие-то еще складские помещения. Так, сейчас должно быть красиво. Я надеюсь, в этом никто не сомневается, кто досмотрел до этого места. Так, теперь вот у меня самая главная задача. То есть я не буду сейчас снимать весь Калимигдан, ходить там по всем ходам-выходам. Попробуем это сделать немножко, кусочками, потому что, ну, наверное, потом, может, будет когда-нибудь большой волкинг-тур по нему. А сегодня мы просто полюбуемся видами. Наслаждаемся осенней природой.
Красивые здесь места. Хорошо. Тем, кто живет неподалеку, здесь можно каждый день сюда ходить гулять. Ну, вон там, на той стороне, конечно, вот что-то они там шумят, это не всегда. Думаю, здесь есть и тихие дни. Ну, давайте-ка на панораму Белграда полюбуемся. Это Новый Белград, там где-то вот Земун. Вон вдалеке башня Кенекс. Это как раз устье, где Дунай впадает в Саву, точнее Сава в Дунай, прости господи, наверное так наоборот. Это устье, бизнес и торговый центр. Ну и оттуда мы с вами пришли, вон там Куба. А тут уже какие-то новые районы вот эти построили. Я их видел, кстати, в роликах на ютубе. Вот они уже там готовые все давно. А мы пойдем туда в осень. Кто-то книжки забыл на лавочке или просто оставил в подарок. Ma acustica, io mi sento lontano, non si grossa, no, guarda, andiamo alla scritta in questa navigazione, una strofa, no, da. Bravo. Dobro. Dobro. Dobro.
Друзья, у меня просто закончился дар речи от такой красоты. И поэтому идем по листьям домой. Потому что, во-первых, заканчивается заряд на стабилизаторе, заканчивается заряд на телефоне, а красоты еще много. Но мы сюда еще вернемся. Так, куда это я вышел? То есть сделал какой-то небольшой круг. Это совсем небольшой круг по Калимегдану. Тут еще можно полазить было. Как всегда, не хватило дней для приезда. Работа, все работа. Ну и все, друзья, на этом будем прощаться.
Калимегданом. И мы потихонечку идем домой. Ну и по пути домой, может быть, вот несколько таких аутентичных улочек удастся запечатлеть. Так, ну мне кажется, вот в эту сторону нужно все же. Ну вот так неожиданно по пути домой меня занесло вот на такие улочки. Я не представляю, что это за район, я очень плохо в нем разбираюсь. Но вот судя по куле, которая торчит рядом, это где-то рядышком. Я скоро туда выйду.